Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом песочного пирога с творогом. У меня в холодильнике осталось немного обезжиренного творога и небольшая бутылочка йогурта, срок годности которых истекает завтра. А так как мои близкие просили испечь пирог, я решила их использовать. Сначала готовлю тесто. Все продукты в рецепте комнатной температуры. К 2 яйцам среднего размера добавляю 70 грамм сахара по вкусу, щепотку соли и экстракт ванили по вкусу. Его можно заменить на ванильный сахар или ванилин. Все перемешиваю венчиком до однородности и легкого растворения сахара. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 50 мл подсолнечного масла без запаха и перемешиваю. Сильно жирным тесто я делать не хочу, поэтому использую два вида масла. Добавляю 50 грамм размягченного сливочного масла жирностью 82,5% и снова все хорошо перемешиваю. Здесь 85 грамм миндальной муки. Просеивать ее я не буду. Венчик убираю, он больше не нужен. Пшеничной муки у меня 280 грамм. Ее я просею частями через сито вместе с разрыхлителем для теста. Разрыхлителя 10 грамм. Это примерно 2 чайные ложки. Тесто замешиваю лопаткой, пока оно не соберется в комок. Затем мешу тесто руками. Долго месить не нужно. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. По структуре это обычное песочное тесто. Диаметр моей формы для выпечки 24 сантиметра. Дно формы я застелила пергаментом, а бортик смазала сливочным маслом и притрусила мукой. Распределяю тесто равномерно по форме, чтобы толщина слоя по всей поверхности теста была одинаковой, и формирую бортики. Так как творога у меня немного, высокие бортики не нужны. Тесто мягкое, податливое и работать с ним приятно. Можно для выравнивания использовать ложку. Чтобы во время выпечки тесто не вспучивалось, делаю вилкой проколы в тесте. Подготовленную форму убираю в морозильную камеру на 30 минут. Теперь подготавливаю начинку. У меня 280 грамм творога жирностью 0%. Жирность творога по вкусу. К творогу добавляю 30 грамм сахара. Так как в качестве начинки я буду использовать сладкий сливовый джем, сахара беру немного. Добавляю немного экстракта ванили по вкусу и перемешиваю. Творог обезжиренный, поэтому к нему добавляю 20 грамм кукурузного крахмала. Это примерно 2 столовые ложки. Если ваш творог жирный, то количество крахмала можно уменьшить или вообще его не добавлять. И снова перемешиваю. Добавляю 100 мл питьевого йогурта.
и при помощи погружного блендера перебиваю творог до однородной кремообразной массы. Вот такая консистенция творога получилась. Здесь 180 грамм густого сливового джема, фактически мармелада. Я банку с джемом нагрела на водяной бане, иначе просто не смогла бы достать его из банки. Рецепт джема появится в инфобоксе вверху экрана. Вы можете использовать любой густой джем или варенье по вашему вкусу. Выкладываю его на тесто и немного распределяю по поверхности. Джем очень густой, поэтому размазывается плохо. Если ваш джем или варенье менее густые, то вам это будет сделать проще. Сверху выкладываю творожную массу и равномерно распределяю ее по поверхности теста. Посыпаю необжаренными миндальными лепестками по вкусу и отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз, примерно на 40-45 минут, в зависимости от вашей духовки. Мой пирог готов, он выпекался 45 минут. Даю ему немного остыть в форме. Теперь форму снимаю и убираю пирог для стабилизации в холодильник примерно на 4-6 часов. Вот такой пирог у меня получился. Он стоял в холодильнике около 4 часов. Так как мои близкие очень хотели его попробовать, я его достала из холодильника раньше. Список продуктов, которые я использовала для приготовления пирога, вы сейчас видите на экране. В моей семье очень любят различную домашнюю выпечку, в том числе и пироги из песочного теста. И несмотря на то, что для начинки творог я использовала обезжиренный, пирог получился очень вкусным. Конечно же, вы в качестве начинки можете взять любой густой джем или варенье по вашему вкусу и использовать творог любой жирности. Приготовьте пирог по этому рецепту, его вкус вам точно понравится. Творожная начинка нежная, сливовый джем стал более мягким. Пирог не очень сладкий, в нем все в меру. Именно так, как я люблю. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!